Я сразу представлю первое слово нашему гостю Андрею Дмитриеву с докладом «Биометрия. Расчет оптической силы ИОЛ». Пожалуйста, Андрей. Добрый день, дорогие друзья. Для меня большая честь приехать в Россию впервые в моей жизни. Это была страна рождения моего деда и большинства его предков. Даже если я родился в Польше, я глубоко дорожу своей семейной традицией, поэтому позвольте мне поблагодарить вас за приглашение в Москву, Tradomed, и поделиться с вами моим большим счастьем, что я смог приехать сюда. К сожалению, мой русский очень плохой, поэтому я продолжу на английском языке. So, thank you again. I tried my best. I will just continue in English if you allow me. I'm really proud to be here, and I will start talking about biometry and IOL calculations from a little bit about my background. Еще раз спасибо большое за возможность выступить. Я очень рад был здесь. Перехожу к своему докладу по биометрии и расчету ИОЛ. Пару слов о том, откуда я приехал, где я работаю. As you can see, I'm living in a beautiful city. This is Poznań in the west of Poland, and you're always invited to come. Как видите, этот прекрасный город, Познань, на слайдах представлены его фотографии. Всегда рад вас увидеть в своем городе. So, when it comes to my daily work, I share my time between university and my private clinic, where I'm mostly a teacher and cataract refractive surgeon. Пару слов о моей ежедневной работе. Я работаю в составе преподавательского состава университета. Также я работаю в частной клинике. Я преподаю и являюсь катарактальным рефракционным хирургом. So, IOL calculations have been one of my first interests during residency, and I started for this reason the courses of IOL calculation over 10 years ago. Еще будучи ординатором, меня очень заинтересовал вопрос расчета силы ИОЛ при катарактальной хирургии, и давно уже погрузился в эту тему. When it comes to the accurate IOL calculations, it is not just biometry. It's a role of very different factors to have very predictable outcome. Когда мы говорим о правильном расчете ИОЛ, здесь на самом деле далеко не единственную важную роль играет биометрия, а целый ряд других факторов. And predictable outcome means 90 to 95% of patients within plus minus 0.5 diopter from the target. Хороший результат, предсказуемый результат – это 90-95% с попаданием в целевую рефракцию с ошибкой плюс-минус 5 диоптрий. So obviously that starts from accurate biometry, which I want to extend a little bit. Очевидно, все начинается с точной биометрии. Пару слов поподробнее об этом методе. When it comes to the methods of biometry, obviously I want to mention the A scan with my preference, which is immersion, and the methods of optical biometry, including the interferometry and other forms of OCT scan, which is used for biometry. Существует несколько методов биометрии, как вы видите на этом слайде, в частности акустические, оптические. Мои любимые — это иммерсионная биометрия из раздела акустических и оптическая биометрия, интерферометрия, в частности ЦСовский ИОЛ Master и ОКТ-приборы. So acoustic biometry has done a lot since it was introduced.
And I guess right now the most important part of the acoustic biometer is not the probe, it's the software. Акустическая биометрия прошла уже долгий путь с момента начала своего существования, и, пожалуй, на сегодняшний день самым важным аспектом является не столько сам датчик, которым пользуется офтальмолог, сколько программа расчета. I would highlight two most important things for immersion biometry, and that is the accuracy, because it was a gold standard for optical biometry, and second, that it's really time effective. Самых два важных аспекта сейчас подчеркну иммерсионной биометрии. Во-первых, это точность. Иммерсионная биометрия являлась золотым стандартом при разработке оптических методов биометрии. И, во-вторых, не такая уж время затратная процедура. So, to understand the principles of the A-scan, it's very easy because we have to understand the role of interfaces, the change between the medium from liquid to a solid structure. Чтобы понять принципы работы аскана, нужно нам представлять в первую очередь границы раздела между плотными тканями и акустическими неплотными структурами, как, например, жидкие образования внутри глаза. And that actually represents the difference in the scan. We have the same patient here with the immersion and contact scan, which shows all the differences between these two types. Как вы можете видеть на этом слайде, один и тот же пациент, разница иммерсионной и контактной методики, по графику разница налицо. What is very typical for immersion is the high quality of specific peaks, which are really very nice to evaluate in terms of final outcome. Что характерно для иммерсионной биометрии, очень хорошее качество пиков. Соответственно, это залог хорошего результата операции. So generally, to understand the role of the software, we have to understand the role of so-called gates. And the gates are the places where specific pieces of signal are analyzed. Чтобы понять, как работает вообще программа, нам нужно понимать принцип ворот, gates. Это границы раздела между средами, которые отражены на графике пиками. So, second most important thing behind the software is the technique. And the technique includes central axial scan. This is what happens if the scan is not getting axial. Второй по значимости важный аспект в проведении биометрии после программы, которая анализирует все данные, это правильное измерение, это техника измерения. Как вы видите, если датчик расположен таким образом, что он не совпадает с осью, это приводит к ошибкам. So the contact technique includes the contact with the cornea. That is why it's so many negative sides of contact biometry caused by epithelial defects and anterior chamber shallowing. При проведении контактной биометрии есть ряд недостатков, как то появляются эпителиальные дефекты, появляется уплощение роговицы из-за давления, которое оказывает датчик и, следовательно, глаз. When it comes to immersion, there are many concerns about how time-consuming would be disinfection and changing the shell. But I have to assure you that when you're getting fluent with immersion biometry, then it's really as time-effective or even more time-effective than contact biometry. Когда мы говорим об иммерсионном методе, у многих встает вопрос, сколько времени должны мы потратить на дезинфекцию, сколько времени потратить на смену одноразовых материалов. Но я вас уверяю, если вы наберетесь опыта, то будете проводить этот метод настолько же быстро, а может быть даже и быстрее, чем другие методы биометрии. So for the immersion biometry, it's possible with basically any probe in the market, obviously including LX probes. And you need to find a shell which will be compatible with the probe. This is the basic thing.
При проведении иммерсионной биометрии, в принципе, провести иммерсионную биометрию можно любым датчиком, который сейчас доступен на рынке. Другое дело, нужно подобрать непосредственно ванночку или колпачок, соответственно, под датчик. Естественно, это включает и эликсовские приборы. And you have many examples of nice colored shells here, including the Prager shell, which is right now probably the most popular one, and the cone shell, which was used for a long time by Alex and still is available in many clinics using Alex equipment. Как вы видите на этом слайде, здесь есть несколько вариантов склеральных ванночек, доступных для исследователя. В частности, прегеровская и коновская, которую на протяжении долгого времени считали рекомендованной для эликсовских приборов. That's a cone shell, by the way. Вот, это склеральная ванночка кон, кстати. So, for the setup of immersion biometry, it's good to collect everything before you start. And it's like a checklist, which you can easily start from when you're applying to use immersion biometry at your site. Перед тем, как даже приступить к самому исследованию, можете проверить себя по списку, приведенному на данном слайде. Нужно обязательно располагать всем, что здесь есть. When it comes to the technique itself, the peaks are getting really stable. If you're recording 200 frames with immersion biometry, sometimes the accuracy is of like 0.01 standard deviation. Что касается самой технологии исследования, со временем время идет, приборы совершенствуются, пики на графике становятся все четче и четче. В частности, если вы работаете с прибором, который дает измерение 200 кадров в секунду, то стандартное отклонение, когда мы говорим о погрешности, составляет всего лишь 0,1 долю. So basically, why is it so important to remember about differences between contact and immersion? Mainly because of the anterior chamber shallowing. И вот почему так важно знать, что существует разница в параметрах, которые мы получаем при иммерсионной биометрии, при контактной биометрии. И в первую очередь это обусловлено тем, что при проведении контактной биометрии из-за надавливания на роговицу глубина передней камеры становится меньше, чем она есть на самом деле. If we consider that 0.3 millimeter equals to 1 diopter, then it's really significant in terms of final refraction of the patient, because 0.3 millimeter shallowing of anterior chamber is nothing. Приведу пример. Если мы ошибемся на 0,3 мм, это приведет к погрешности в 1 диоптрию при оценке результата контрактальной хирургии. Соответственно, при проведении контактного метода ошибиться на долю миллиметра не составляет труда. So when it comes to optical biometry, obviously there are different solutions in the market, with the oldest one, ИОЛ Master, and second most important, Lenstar. These two biometers right now take about 85 to 90% of the market. Что касается оптической биометрии, есть несколько приборов, с помощью которых можно провести этот метод исследования. Самый старый и хорошо знакомый – это ИОЛ Master цайсовский, ну и на втором месте Lenstar. Они занимают сейчас от 85 до 90% рынка. The main difference between optical and acoustic biometry is included between the measurements. And the actual measurement for the acoustic biometry takes the distance towards the ILM, internal limiting membrane, for the optical to the retinal pigment epithelium. Главное различие заключается в том, что методы оптической и контактной биометрии замеряют на самом деле немножко разные расстояния. В случае с акустической биометрией измерение идет до внутренней пограничной мембраны, а если мы говорим об оптической биометрии, то измерение идет до пигментного эпителия. What are the disadvantages of optical biometry?
Basically, that depends on the type of cataracts we have. And the more mature cataracts and patients with hemorrhages and other situations where we have optical problems are included, the more likely it is to use acoustic biometry instead. Пару слов о недостатках методики. Но самое основное – это вид катаракты, с которым мы имеем дело. Если имеются препятствия к прохождению света, значит, измерения будут неточными. То же самое касается случаев, когда у пациентов в оптические среды имеются кровоизлияния. И здесь врач вынужден склоняться к проведению ультразвуковой биометрии. So you can have the optical biometer, it's optional, but you always need the acoustic biometer. Таким образом, всегда хорошо иметь в клинике в доступе оптическую биометрию, но это, по сути, дополнительные исследования, потому что ультразвуковой биометр вы обязаны иметь всегда. So we explained the basics of the measurement. Obviously, I'm not including keratometry and other forms of examination methods in this presentation, but I want to follow with formula selection. Ну, мы разобрались с основными аспектами работы приборов. Конечно, не все разобрали и не все будем разбирать, но сейчас особое внимание хочу уделить выбору формулы для расчета. The most important thing to understand differences between different formulas is to understand these two pictures. Чтобы понять различия между формулами, нужно понимать разницу в двух картинках, которые представлены на данном слайде. So, if we have two eyes with the same axial length and the same keratometry, but different anterior chamber depth, the question is the lens power the same for these two eyes? Мы должны задаться вопросом. Вот есть у нас два глаза с одинаковой длиной, с одинаковой ПЗО, одинаковыми кератометрическими данными, но разной глубиной передней камеры. Должны ли мы ставить ИОЛ с одинаковой силой на эти два глаза? And the answer would be no, the power is different. Ну, очевидно, ответ нет. Нужно ставить линзы с разной диоптрийностью. So if my next question would be, how many of you use SRK-T, SRK-2, Hofer-Q, Holiday 1 as your basic formula, probably majority of you would raise your hands. And for those formulas, these R's are the same. Если я задам вопрос сейчас аудитории, сколько из вас пользуется для расчета ИОЛ формулами SRK-T, SRK-T2, Hofer-Q, Holiday 1, я думаю, что большинство из вас поднимет руку. Но дело в том, что эти формулы дадут на два разных глаза одинаковые значения. So we have to talk about effective lens position a little bit later. Чуть позже поговорим об эффективном положении линзы, но это чуть попозже. So let's start from the history a little bit. That's one of the basic formulas for a long time, and many clinics are still using it. SRK2 with weaknesses when you have to when you have the borders between full millimeters. Пару слов об истории метода. Перед вами одна из старейших формул SRK2. And the problem is that when you have full millimeters, so like 2199 and 22.0, then you're getting like 1 diopter difference. Дело в том, что если вы ставите формулу длину, которая не может члениться на десятые доли, есть там 22, 21 или 20, то у вас шаг только одна диоптрия. Okay. So then the third generation formulas, so probably the ones most of you are still using, and that includes SRK-T, Holiday 1 and Hofer-Q, with all the weaknesses potentially. They are good formulas for normal eyes and proportional eyes, but they don't really work well for short eyes and non-proportional eyes.
Перед вами представлены формулы третьего поколения. Большинство, я думаю, из вас до сих пор их использует. Это СРКТ, Holiday 1 и Hofer Q, каждый с своими недостатками. Но они хороший дают исход, когда мы имеем дело с глазами нормальной длины или пропорциональным содержимым, то есть глубина передней камеры, хрусталик, длина глаза. Но эти формулы работают плохо, если мы имеем дело с короткими глазами или непропорциональными в отношении анатомии внутренней. So it's good to talk about fourth generation formulas, which include effective lens position. Ну и сейчас пришло время поговорить о формулах четвертого поколения, которые включают в свой расчет эффективное положение линзы. And they include Holiday 2 and HIGIS, which are available widely, and other online calculators, which are still new things. Эти формулы включают в себя Holiday 2 и HIGIS, и ряд других онлайн-калькуляторов, которые доступны врачам. I would just mention the basics of HIGIS formula because it's a formula which is available for most of the optical biometers and acoustic biometers which are used by most of the hospitals. And it's a very effective formula when it comes to non-proportional and short eyes. Коротко остановлюсь на формуле HIGIS, потому что она доступна большинству клиник, как оптические биометры, так и контактные биометры снабжены этой формулой. Она очень хорошо работает в случае с короткими глазами и непропорциональными глазами. But there is a major thing about this formula. The role of three constants is extremely important in terms of results. And if you don't optimize all three, then you will not have good results with this formula. Есть одно но в этой формуле очень важное. Если вы не оптимизируете все три константы для этой формулы, то вы не получите ожидаемого результата. So, just to conclude, when we have a typical normal proportional eye, we can basically use any formula. Even for SRK2 is good, but for short and non-proportional, you should never use them. Ну, в заключение хочу сказать, что если мы имеем дело с обычными глазами, то любая формула подойдет, включая СРКТ-2. Но если глаз короткий или непропорциональный, то стандартные, уже устаревающие формулы использовать не самый лучший вариант. So, why is it so bad with short eyes? I guess the answer to this question is this publication by Jack Holliday showing the difference between Holiday 2 and the other formulas with such big refractive errors which you generate under 22 millimeters. Почему же такая проблема с короткими глазами? Ну, ответ можно увидеть на графике. Это работа... It's Holiday. Holiday 2. Значит, в работе доктора Холлидей он показал на графике рефракционную ошибку, которая возникает в случае с глазами меньше 22 миллиметров. То есть формула Holiday 2 дает достоверный результат в случае с короткими глазами, остальные дают очень серьезную погрешность. So, there are two questions we have to ask ourselves. What formulas do we have? And second question is, what to do if we don't have a fourth generation formula? Нам надо задать себе два вопроса. Во-первых, какие у нас формулы есть для расчета вообще? И что делать, если нету для расчета формулы четвертого поколения? If we don't have HIGIS or Holiday 2, this is probably the most reasonable recommendation. That's from the old Royal College of Ophthalmologists guideline. Если в нашем распоряжении нет формулы HIGIS или Holiday 2, то самое адекватное будет посмотреть на таблицу, которая разработана Королевским колледжем офтальмологов. But if you have theoretically most of the formulas, this is our recommendation. So, especially for very short eyes, you should always consider HIGIS or Holiday 2 or
online calculator from Barrett, which gives more or less the same results. Наши рекомендации вы видите на настоящем слайде. Как вы видите, в большинстве случаев имеет смысл использовать формулу Haggis или Holiday 2. You can just use it if you don't have these two formulas. This is online. Если этих двух формул нету, можно использовать онлайн-калькулятор Barrett. Does it mean that you can use Haggis or Holiday 2 for any eye? Yes, but most of the people are just used to using SRKT or any other formula for typical eyes. Значит ли это то, что можно использовать формулы Haggis и Holiday 2 для любых глаз? Да, их можно использовать для любых глаз, просто ряд хирургов предпочитают использовать знакомые формулы для расчета, в частности SRKT2. So when we calculated the lens, it's good to consider different refractive outcomes and the refractive target, which is part of the job. При расчете линзы имеет смысл обратиться к рефракции цели, которую мы хотим получить, рассчитать рефракцию цели. And I guess it's pretty obvious that for modern cataract surgery, we would not calculate the lens towards more than minus 0.5 diopter in majority of cases, with the preference of smallest possible myopia. Ну и не будет ни для кого секретом, что на сегодняшнем этапе развития катарактальной хирургии катарактальные хирурги целят в рефракцию тометропии до минус 0,5 с минимальной возможной диоптрийностью миопической. So this range is normally my preference. Как вы видите, от минус 0,15 до минус 0,4 это предпочитаемая мною рефракция цели. So obviously I would be very happy to end up at this point, but there are a couple of factors which are not just dependent on us, and they include IOL constants. Здесь стоит отметить, что существует ряд факторов, которые от нас не зависят, и сюда включены ИОЛ-константы. And I would just mention the role of IOL constant optimization. It's very easy for optical biometry if you know the website of Professor Haggis, the ULIP or Ocusoft website. It's easy to get it. It's more complicated for acoustic biometry. Здесь нужно уделить внимание оптимизации констант. Это элементарно делается в случае с оптической биометрией. Наверняка вы знакомы с сайтом ULIP профессора Хаггиса. С ультразвуковой биометрией дело посложнее обстоит. There's one more factor which we rarely predict, and that is the actual power of the lens. If we talked about people with hyperopia, with very short eyes, and very unusual lens power, high lens power, that proves that the lens power, the artificial lens power, can be very different from what we expect. Еще один фактор, на который стоит обратить внимание, который мы рассчитываем достаточно рано, это фактическая диоптрийность имплантируемой ИОЛ. Если мы имеем дело с человеком с высокой степенью гиперметропии, с коротким глазом, в итоге рассчитываемая имплантируемая ИОЛ может оказаться совершенно другой диоптрийности, нежели мы ожидаем. So, for example, it means that the manufacturer can write 33 diopters on the box and put a 32 diopter lens, and that's legal. По сути, это означает, что производитель может написать на коробке диоптрийность 33, а в саму коробку положить линзу с диоптрийностью 32. И это вполне легально. There is a group of situations where we have to modify our surgery, and sulcus implantation includes them. This is a conversion chart for sulcus implantation if that situation happens during the surgery. Есть ряд ситуаций, в которые нам нужно изменить свою тактику. И здесь приведена коррекция в случае, если мы ставим ИОЛ в проекции борозды.
So one more topic regarding patients with a history of LASIK or other keratorefractive surgery. Obviously, in this case, we can generate higher errors, and probably the easiest way to do it right now is to use the ASCRS online calculator, or if you have Higis-L formula built in. Значит, еще одна группа пациентов, с которой приходится иметь дело, это пациенты после ласика или других рефракционных вмешательств. Здесь расчет несколько сложнее, поэтому имеет смысл обратиться к онлайн-калькулятору, доступному на сайте Американской ассоциации катарактальных и рефракционных хирургов, или обратиться к формуле Higis-L. Why Higis-L? Because it's so easy to use the formula which just uses biometry, keratometry, and anterior chamber depth in the same way as you're doing that for normal patients. You don't need any history of the patient. Почему Higis-L? Почему формула Higis-L? Очень легко. Формула требует только результатов биометрии, кератометрии и параметр глубины передней камеры, собственно, как и в случае с расчетом для обычного стандартного пациента. And that's the ASCRS online calculator. Это онлайн-калькулятор Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов, который я упоминал. The calculation with this calculator is as easy as it should be with any biometry software. So even if you don't have any historical data, you can still use at least 3 formulas with this calculator. Расчет силы ИОЛ достаточно прост в данном случае с этим калькулятором. По сути, тут никаких данных, помимо тех, что требуется в стандартных биометрах, от вас не запросят. И если у вас нет данных анамнеза, то как минимум 3 формулы для расчета у вас будут доступны. So to summarize, I guess it's very important to understand that even if you correctly measure the length of the eye, you can still generate a big refractive error. So it's not just biometry, it's the whole mathematical process which leads to reasonable IOL calculation. Подводя итоги, хочу сказать, что для расчета ИОЛ измерение длины глаза – это не единственный важный аспект, потому что даже если вы правильно измерите длину глаза, все равно можете встать перед фактом, что вы получили в послеоперационном периоде значительную рефракционную ошибку. Поэтому помимо биометрии в расчете играет роль все математические преобразования, которые составляют формулы для расчета. So even if we don't have experience with very atypical eyes, we can try, but I would definitely recommend consulting someone more experienced in such eye. И если складывается ситуация, что перед вами пациент нестандартный, пациент с глазом, который не часто хирург или обследующий офтальмолог видит, здесь имеет смысл проконсультироваться с коллегой с большим опытом. Thank you so much. Thank you Спасибо very за much. внимание. Thank you very much for nice presentation. Уважаемые коллеги, я предлагаю все вопросы в конце уже нашего ультразвукового курса, потому что у нас много сегодня докладов и очень насыщенная программа.